Этери Тутберидзе реанимировала Александру Трусову и Алену Косторную после неудачи у Евгения Плющенко. Саша и Алена буквально за несколько месяцев добились огромного прогресса. И это лучшая награда для Этери за милосердие. По ходу прошлого сезона и Алена Косторная, и Александра Трусова испытали сильное разочарование. Надежды на прорыв после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко рассыпались. Казалось, обе суперталантливые фигуристки оказались в тупике, выхода из которого не найти. Но в тяжелейший момент помощь пришла, пожалуй, с самой неожиданной стороны. Этери Георгиевна, тяжело переживавшая уход учениц в противоположный лагерь, проявила милосердие и приняла Сашу с Аленой обратно. Да не просто разрешила вернуться домой, а реанимировала Трусову и Косторную после провала у Плющенко. Простила и спасла. Трусова исполнила мечту о 5 четверных. Своим потрясающим прокатом с 5 чистыми четверными прыжками Трусова привела в восторг не только зрителей, но и Этери Георгиевну. И, пожалуй, для тренера это лучшая благодарность за решение вернуть ученицу в свою группу. Лучшая награда за милосердие. Трусова выглядит невероятно мотивированной и готовой пахать на тренировках. После возвращения в «Хрустальный» Саша стабилизировала четверные, а еще значительно прибавила в презентации программ и интерпретации образов. Во многом этому способствовали интересные и нестандартные постановки. Взрослое осмысленное катание, если у Плющенко это был лишь тезис, то сейчас Трусова показывает, как оно выглядит на деле. С прыжковым набором тоже все идеально. Флип Сальхов, тулуп, луц в каскаде и сольный. Справедливости ради все эти прыжки Саша исполняла и под руководством Плющенко, да и безошибочные прокаты в прошлом сезоне у нее тоже были. Но разница в том, что в «Ангелах» официальный прокат с 5 четверными оставался для нее мечтой, а в «Хрустальном» стал явью с первой же попытки. Стоило взяться за дело Тутберидзе, и русская ракета вновь переписала историю. Вряд ли речь о том, что Этери Георгиевна за пару месяцев кардинально поменяла технику Трусовой. Скорее, причина успеха лежит в работе над психологией, Саша стала заметно увереннее. Кроме того, тренеры скорректировали технический рисунок программы, грамотно расставив элементы. Так, вместо каскада четверной тулуп Ойлер, тройной Сальхов Саша выполнила сольный квад-тулуп, а чтобы в будущем компенсировать потери в баллах, оба лутса перенесены во вторую половину программы. Косторная забывает элементарные вещи. На фоне феерии Трусовой прогресс Алены Косторной может показаться не столь впечатляющим. Но достаточно вспомнить, в каком состоянии чемпионка Европы была в конце сотрудничества с Плющенко, чтобы увидеть реальную картину. За полгода в «Ангелах» Алена потеряла не только коронный тройной аксель, но и удивительно легкое воздушное катание. В случае с Косторной можно смело говорить, что фигуристка находилась на грани завершения карьеры. Но для Этери Тутберидзе просто нет безвыходных ситуаций. Она простила своенравную ученицу и приняла ее обратно. Одним из условий возвращения Алены в «Хрустальный» было появление в ее арсенале потерянного тройного акселя. Причем в течение 2 месяцев. И в Челябинске мы все же увидели этот сложный элемент, хотя от стабильного исполнения спортсменка пока далека. Тем не менее Косторная переборола страх прыжка, который преследовал ее в прошлом сезоне. В целом выступление Косторной в Челябинске не было идеальным. Пока Алена заметно уступает и соперницам по группе, и самой себе образца сезона 2019-2020. Периодически дают о себе знать невнимательность и трудные отношения с дисциплиной. Но по сравнению с финалом Кубка России Косторная добилась колоссального прогресса. Ее катание стало легче, а прыжки – чище. На что она будет способна в олимпийском сезоне, во многом будет зависеть от психологии. Тутберидзе же в свою очередь сделала все, чтобы бросившая ее когда-то фигуристка снова была конкурентоспособна. И это поступок очень великодушного человека. Что Тутберидзе намерена делать дальше? Решение Этери Георгиевны принять Косторную и Трусову обратно вызвало неоднозначную реакцию. В случае неудачи на кону стояла тренерская репутация,
а абсолютной веры в реанимацию фигуристок после отлучки к Плющенко не было даже у самых преданных фанатов «Хрустального». Но наставница вновь поступила так, как считала нужным, и вновь сотворила настоящее чудо. Уже очевидно, что Тутберидзе спасла карьеры Трусовой и Косторной после провала у Плющенко. Девочки преобразились, стали увереннее, прибавили и в технике, и в артистизме. За первые месяцы была проделана огромная работа, но это всего лишь начало. Специалист наверняка имеет план, как вывести Косторную и Трусову на пик формы в течение сезона. Алене необходимо стабильно прыгать 3 тройных акселя за 2 программы, поработать над концентрацией и над постановками. Долгожданный блюз в короткой выглядит неплохо, но пока не идеально. Произвольная же под времена года Вивальди в сравнении с прошлой версией «Зимы» у Плющенко кажется более удачной. Тем не менее, у Шолин Бурн были классные находки, и нужно использовать полученный опыт. Сделать по-другому, но не менее интересно. Та же задача стоит и у Трусовой. В произвольном номере Даниил Глейхенгаус планировал использовать формат показов мод, делая стилизацию движений под позы во время фотосессий. Что-то из этого зрители уже увидели, но ясно, что пока это черновой вариант. Кроме того, надо поддерживать форму и сделать триксель в короткой программе, а затем нарабатывать стабильный прокат с 5 квадами к Олимпийским играм. В любом случае Тутберидзе оказала каждой из девочек огромную услугу и продолжает помогать им в движении к самым высоким целям.